Министерство обороны России продолжает анализировать документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине. Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия органов США с украинскими биообъектами. Обращать на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США. В частности, инвестиционного фонда Росмонсенека, который руководит Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов. При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая Метабиота, которая наряду с Black & Veatch является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства, принимает Агентство США по международному развитию, Фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие в рамках Манхэттенского проекта. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона. Обратите внимание, перед вами организационная карта, подтверждающая, что 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине. Документ подписан заместителем госсекретаря Кабинета министров Украины Виктором Полищуком. Правовой основой для его подписания явилось соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. В организационной карте определены заказчики работ, Управление по снижению угрозы Минобороны США ДИТРА, а также перечень биообъектов. Как мы уже ранее сообщали, объем финансирования только за период с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 миллионов долларов. В тексте документов сказано, что Соединенные Штаты, их персонал и подрядчики освобождаются от обязанности уплачивать налоги или другие подобные сборы, которые взимаются на территории Украины. Министерством обороны раскрыта и обобщена схема движения биоматериала. Финансирование военно-биологической деятельности позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Так, в соответствии с проектом ЮПИ-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве, у 4000 военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусу, а у 400 на наличие антител к вирусу конго-крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг и естественный иммунитет населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона. Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики. Так, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей также значится референс-лаборатория Великобритании, Институт Ле Флера в Германии. Все это создает риски передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда переданы образцы. Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде. На слайде представлены документы проекта ЮПИ-2, одной из задач которой являлось выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибирьязвенных скотомогильников проб почвы, интерес американских военно-биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случайен. По-видимому, были проанализированы результаты вспышки сибирьязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссионной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация сибирской язвы на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях. Мы знаем примеры, когда работа американского военного ведомства с возбудителями сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями в области биобезопасности. В период с 2005 по 2015 годы с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США осуществлялась рассылка жизнеспособных сибирьязвенных спор, которые были направлены 194 адресатам в 10 странах мира. Сложившаяся ситуация с рассылкой патогенов биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологически нестабильной обстановки, масштабы которой будут сопоставимы с пандемией коронавируса в этом году. Мы продолжаем публиковать сведения о проведении исследований с участием украинских военнослужащих.
Хотелось бы отметить, что подобные работы запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами. Ранее уже упоминалось об исследовании в рамках проекта ЮПИ-8, с которым было привлечено более 4000 человек. По данным, опубликованным в болгарских СМИ, погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы. Получены документы, подтверждающие попытку испытаний на них ранее неапробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug, не прошедшей процедуру лицензирования в США и Канаде. Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик компания SkyMount предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники Министерства обороны Украины привлекались в качестве добровольцев. Подобные неприемлемые подходы с молчаливого согласия американской администрации являются нормой для крупных фармкомпаний. Так, индонезийскими властями в 2010 году из-за многочисленных нарушений была прекращена деятельность медицинского центра ВМС США в Джакарте. Американцы проводили работу на этом объекте вне рамок согласованной программы исследований, осуществляли отбор биологических проб и отказывались информировать правительство Индонезии о достигнутых результатах. Полученные ими сведения были использованы в интересах аффилированной с Пентагоном фармацевтической компании «Гилеад», которая проводит испытания своих препаратов, в том числе на территории Украины и Грузии. Хотелось бы обратить внимание, что количество биологических лабораторий в США несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под их контролем находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции. Считаем, что в контексте поступающей информации необходимо добиваться от Вашингтона разъяснений относительно истинных целей деятельности американских биолабораторий в рамках международного расследования.